Привет всем! С вами, как всегда, Макс. И в этом видео я бы хотел поговорить об организации классного рабочего места в 21 веке. Это видео будет актуально и с точки зрения русского языка, и оно будет интересно с точки зрения языка, и, наверное, с точки зрения неких идей или подходов к организации рабочего места. Если вы работаете за компьютером или вообще, если вы проводите много времени за компьютером, возможно, это будет вам интересно. Здесь не будет советов из интернета, каких-то цитат из умных книг. Мне просто хочется поделиться своим опытом, что и как я сделал. Давайте начнем. Во время карантина мы с моей девушкой Юлей начали часто переезжать в разные города России, потому что мы начали работать удаленно. То есть мы начали вести такой кочевой образ жизни. И с одной стороны это классно, это дает возможность путешествовать, смотреть разные места, жить в разных местах, показывать вам разные места. Но с другой стороны есть и минусы, есть обратная сторона этого кочевого образа жизни. Ну, например, ты живешь на съемных квартирах, да? Ты живешь не в своей квартире, ты живешь в съемной квартире, ты ее снимаешь, да? И здесь вся обстановка для тебя новая. В каждой квартире у тебя новая обстановка, да? Новые вещи, которые тебя окружают. И каждый раз встает вопрос об организации рабочего места, потому что, я чаще работаю из дома. Юля любит работать из кафе, например. Я не могу записывать подкасты или снимать видео в кафе, поэтому мне нужно такое хорошее рабочее место. И проблема в том, что каждый раз в новой съемной квартире новый стол, новый стул, новый свет, да, другое освещение. И каждый раз к этому как-то приходится адаптироваться. Примерно 1,5 месяца назад мы с Юлей приехали в Новороссийск, и мы сняли вот эту квартиру. Она нам сразу очень понравилась по ряду причин. Но здесь не было никакого стола. Вот посмотрите на эту комнату, да, это мой новый стол. Интересный стол, я расскажу о нем попозже. Там есть интересный нюанс. Здесь не было стола, вообще никакого. Был только кухонный стол или обеденный стол на кухне, то есть где ты ешь. Но есть там же, где ты работаешь, это не очень приятно. Поэтому встал вопрос, как работать. Мы приехали, и первое время я работал вот так. Я сидел на этом диване. Здесь есть небольшой журнальный столик. Столик стоял вот так. Я сидел здесь, на этом диване, и работал вот таким вот образом за компьютером. Конечно, у меня болела спина, у меня болела поясница, это нижняя часть спины. И было трудно очень долго сидеть и работать, когда это так неудобно. Тогда я решил, окей, наверное, нужно купить стол. И я нашел в интернете стол и купил стол за 500 рублей. 500 рублей! 500 рублей! Вы увидите эту цену здесь в долларах. И давайте в евро. 500 рублей, да. Я привез этот стол, мы с Юлей вместе привезли этот стол, вместе мы его несли, мы его погрузили в нашу машину. У меня достаточно большая машина, я рассказывал о ней вот в этом видео. И я купил этот стол за 500 рублей. И это было круто.
я сразу почувствовал, что я, не знаю, что я могу нормально работать. Это реально удобный стол. Но есть два минуса у этого стола. Первый минус, что этот стол никак не регулируется. То есть, чтобы достичь такого идеального положения тела, тебе нужен специальный стул. Или тебе нужно как-то регулировать высоту стола и высоту стула, да, чтобы найти баланс. Чтобы не сидеть вот так или вот так, чтобы сидеть как бы ровно. Это первый минус этого стола. У этого стола есть второй минус. Этот стол, несмотря на то, что он компактный, ой, как солнце светит, да, вообще. Новороссийск, солнечный город, просто превосходно. Значит, несмотря на то, что этот стол компактный и он помещается в автомобиль, все равно возить такой стол с собой из одного города в другой, ну, это неудобно. Да, он не складывается и он не регулируется. Ну, как бы вот. И тогда у меня возникла идея купить стол своей мечты. И о нем я сейчас расскажу. Итак, я купил вот этот стол. На первый взгляд кажется, Макс, ну это обычный стол, что здесь необычного, что здесь какого-то уникального, почему это стол твоей мечты, чем он лучше того стола? Но в этом столе есть секрет, вернее, у этого стола есть секрет. Посмотрите, обычный стол, да, ну такой довольно широкий стол. Вот эта часть называется столешница. Да, столешница. Вот эта часть. Столешница не очень большая, но и не очень маленькая. Так вот, у этого стола есть секрет. Ты подходишь сюда, и здесь есть несколько кнопок. Ты нажимаешь одну из этих кнопок. Вау! И стол начинает двигаться. Хе-хе! Смотрите, стол двигается. Полетели! Монитор полетел наверх. Да, этот стол имеет привод. У него есть мотор, электрический мотор, который поднимает и опускает этот стол. Давайте я вам покажу. Вот я нажимаю кнопку. Смотрите, и вот этот мотор начинает работать. Видите, все крутится и стол поднимается. Почему это круто? Почему это так здорово иметь стол, который может подниматься и опускаться? Это круто, потому что твой стол превращается в барную стойку. Этот стол превращается в высокий стол, за которым ты можешь работать стоя. Да, я сейчас стою. И когда я стою, у меня работают другие мышцы. Когда я сижу, у меня работают одни мышцы. Когда я стою, у меня работают другие мышцы. Да, и это удобно. Плюс, конечно, я могу отрегулировать этот стол так, чтобы он полностью идеально подходил мне по высоте. Да? И я могу использовать любой стул, и я могу настроить стол под высоту моего стула. Я могу сидеть вообще спокойно. И я так и делаю. Я час работаю сидя, затем нажимаю кнопку, стол поднимается, и я начинаю работать стоя. Это позволяет мне включить другие мышцы или задействовать другие мышцы. Плюс, когда я стою, я могу даже делать какие-то небольшие движения. Движения бедрами, например, вот такие движения или вот такие движения. В общем, я могу двигаться, и это классно. Вот, поэтому это супер плюс. Я этим пользуюсь, и я уже чувствую разницу. Боль в шее, боль в пояснице ушла. Правда, следующий, конечно, пункт
это будет покупка хорошего стула. Я все-таки хочу также иметь хороший стул. Давайте пару слов о том, как я организовал все это пространство. Да? Ну, во-первых, у меня здесь есть свет. Да? Я привез с собой такую лампу, вот такую лампу, и есть еще одна лампа. Это помогает, ну, плюс вот это люстра, плюс окно. Это все помогает мне сделать удобный свет, приятный свет, да, либо для съемок видео, либо для работы, потому что света должно быть много. Плюс у меня здесь достаточно много места, то есть я могу спокойно поставить здесь ноутбук, видите, здесь монитор, сюда я могу поставить, например, мой чайный набор, да, вот я перемещаю сюда чайный набор, и я могу работать и пить мой любимый китайский чай. Да, это тоже удобно. Я очень часто так делаю. Как я организовал провода? Самая большая боль это всегда куча проводов. А здесь стол двигается. И вначале у меня была такая борода из проводов, которая двигалась вверх и вниз. Это было ужасно. Что я сделал? Я взял вот такую вот металлическую фигню. Я не знаю, что это. Какой-то контейнер. Он был в этом доме. И я взял несколько вот таких саморезов. Видите, этот саморез в форме крюка. Я просто ввернул 3 таких самореза, и этого достаточно, чтобы эта конструкция держалась. Да? Так, ой-ой-ой-ой, здесь у меня провод натянут. Ой-ой-ой-ой, плохо. Надо поправить. Окей. Это должно быть вот так. Да, вот. Это интернет. Это единственный электрический кабель. И все подключается здесь. Ну, оно выглядит, может быть, здесь не очень красиво, но достаточно компактно, не мешает, и я не вижу проводов. То есть все убрано, все максимально удобно. И это позволяет легко столу перемещаться. То есть вообще никаких нет проблем. Кстати, именно вот так, стоя, я и записываю наш Comprehensible Russian Podcast. Привет, друзья, с вами Макс, и добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Сегодня мы будем говорить... Да, вот так это происходит. Если вы еще не слушали наш подкаст, то послушайте обязательно. Этот стол обошелся мне в 40 тысяч рублей. Вот здесь будет цена в долларах и в японских иенах. Да, это дороговато. Это достаточно дорого. Причем это самый бюджетный стол из этой серии. Но я подумал и решил, что мое здоровье важнее, чем там пару десятков тысяч рублей, что если я буду использовать этот стол, то я смогу сохранить свое здоровье, а это очень-очень-очень важно. Ну и плюс я не покупал дополнительного оборудования, видите, я сделал сам вот этот как бы корзину для кабелей, я ее сделал сам, я сэкономил где-то 2-5 тысяч рублей вот с помощью вот этой системы. Так что так, друзья, напишите, пожалуйста, как вы организуете свое рабочее пространство, как вы работаете. Может быть, у вас есть какие-то интересные идеи, дайте мне знать, и до встречи в следующем видео. Учите русский и будьте здоровы. Пока. Воу. Прикол.